эволюционной точки зрения мы зависим от сахара. Еда вызывает зависимость. Люди с пищевой зависимостью не могут воздерживаться от определенных продуктов. Мозг одинаково реагирует на сахар и кокаин. Многие люди рассказывают про неконтролируемое желание съесть определенные продукты. И это можно назвать своего рода зависимостью от еды. Сейчас я расскажу вам о том, что такое зависимость и как она формируется, а также о проблемах сахарной зависимости и дам вам несколько рекомендаций, основанных на исследованиях. Поэтому досмотрите до конца. Меня зовут Влад, вы на моем канале Питание Про. Здесь все просто и понятное питание и похудение не только. Итак, погнали. Для начала выясним, что вообще такое зависимость. Это хроническое нарушение в отделах мозга, связанных с памятью, мотивацией и вознаграждением. То есть мозг получил определенные изменения в своей структуре, в результате чего человек начинает искать награду или облегчение в виде определенного вещества, например, наркотика, или же в виде определенного действия, например, полового акта. Зависимость диагностируется с помощью 5 критериев. Первое – это неспособность постоянно воздерживаться. Второе – это нарушение контроля поведения. Третье – это повышенная тяга к вознаграждению или веществу. Четвертое – непризнание проблем с поведением и межличностными отношениями. И пятое – дисфункциональная эмоциональная реакция. Также основными критериями расстройства, связанного со злоупотреблением веществами, являются трата большого количества времени на поиск вещества, неспособность сократить его употребление, несмотря на попытки, и продолжение его употребления, даже если человек знает, что это вредно. С зависимостью разобрались. Теперь же узнаем, что же называют пищевой зависимостью. Теория пищевой зависимости включает в себя те же критерии, что и традиционная зависимость, и предполагает, что люди с пищевой зависимостью не могут воздерживаться от определенных продуктов и не могут контролировать их потребление. Есть тест, используемый для измерения привычек, связанных с едой. Это Йельская шкала пищевой зависимости. В нее включены вопросы, связанные с определенным поведением. Они основаны на критериях злоупотребления веществами, а также вопросы о стрессе в связи с едой. Если у человека по результатам теста выявлено более 3 типов зависимого поведения из 11 возможных, а также стресс, связанный с едой, то ему ставят диагноз пищевая зависимость. Конечно, у этой шкалы есть ряд минусов. Она основана на восприятии и ощущениях людей, а не на фактических данных о зависимости. Шкала также не включает никаких вопросов, связанных с диетами и ограничениями. И когда человеку ставят диагноз пищевая зависимость, его даже не проверяют на расстройство пищевого поведения. Хотя новые исследования говорят о том, что эти вещи сильно взаимосвязаны. Несмотря на это, отрицать проблему пищевой зависимости неправильно. Необходимо еще сказать пару слов о дофамине. Он является одним из основных веществ в мозге, который повышается, когда человек употребляет наркотики. Одним из аргументов в пользу идеи о том, что еда вызывает зависимость, основан на исследованиях, которые показали, что мы получаем дофамин из пищи, аналогично реакции на наркотики. В одном из них ученые давали одним участникам вкусный молочный коктейль, а другим безвкусный раствор, и анализировали реакции в их мозге. Исследователи обнаружили, что у тех, кто ел молочный коктейль, наблюдался дофаминовый ответ сначала в момент употребления коктейля, а затем, когда он попадал в желудок. А эта реакция происходит в той части мозга, которая выделяет дофамин, когда кто-то употребляет кокаин. Какой-то стишок получился. В то же время один обзор исследований не выявил никаких доказательств того, что мозг одинаково реагирует на сахар и кокаин, и что сахар не оказывает такого же воздействия на мозг, как наркотик. Поэтому здесь пока все очень спорно. Теперь ближе к делу. У нас в мозге есть центры удовольствия, которые работают, когда мы едим. И это естественная нормальная реакция. Ту же самую реакцию мы можем наблюдать, например, обнимая ребенка, смеясь или видя, как любимый нами человек улыбается. Это все доставляет нам удовольствие, как и еда. Значит, если мы можем назвать сахар или любую другую еду привыканием, то значит и все вышеперечисленное мы можем назвать привыканием. На самом деле, эволюционно мы получаем удовольствие от еды, иначе бы у наших предков не было стремления добывать ее в опасных ситуациях, и в конечном итоге они бы не выжили. Наш мозг запрограммирован так, что с эволюционной точки зрения мы зависим от сахара как от предпочтительного источника энергии. В одном из исследований обнаружили, что людям труднее управлять пищей с высоким содержанием сахара и жира, потому что жир – это самый калорийный макронутриент, мы получаем из него наибольшее количество калорий в единицу объема, а сахар сразу же всасывается в кровь, поэтому мы получаем из него быструю энергию. Так что если пища калорийная и обладает немедленной энергией, то вполне логично, что с точки зрения эволюции наше тело будет выбирать именно ее,
а не другие любые виды пищи. В периоды лишений наше тело работает в усиленном режиме для того, чтобы заставить нас есть. Это может привести к экстремальным сигналам голода, которые являются причиной переедания. Многие люди могут рассматривать это как срыв и считать, что они зависимы от сахара. На самом деле это совершенно естественная и здоровая реакция на лишение. Более того, наше тело действительно очень умно, и оно будет искать наилучший вариант с наименьшими затратами энергии, необходимой для его получения. Сейчас исследования показывают, что люди, которые считают, что у них есть пищевая зависимость, имеют очень сложную и длинную историю различных диет и ограничений. Когда они наконец позволяют себе съесть запрещенные продукты, их мозг возбуждается, и они не могут себя контролировать и не переедать. Исследования обнаружили, что это может привести к еще большему желанию в мозгу получить эти продукты, предполагая, что для этих людей ограниченные продукты должны были стать наградой. Поэтому, когда мы ограничиваем еду, то с большей вероятностью мы набросимся на запретные продукты, так как в наших глазах они становятся чем-то особенным. Что же мы можем сделать для преодоления сахарной зависимости? Когда человек пытается избавиться от зависимости, то подразумевается воздержание от определенного вещества. В случае пищевой зависимости это означает отказ от проблемных продуктов – сладких, жирных, калорийных. Проблема в том, что это своего рода замаскированная диета, и она может стать проблемой для человека, у которого и без того неправильный подход к питанию. И когда мы боремся с проблемой пищевого поведения, мы стремимся к нормализации всех продуктов, а не к их исключению. Потому что полное исключение определенных продуктов из вашего рациона, скорее всего, усугубит проблему. У большинства людей с пищевой зависимостью обнаруживается то или иное расстройство пищевого поведения. К ним относятся разные виды анорексии, булимии, орторексии и так далее. И для решения данной проблемы чаще всего требуется помощь квалифицированного психолога, работающего с данными расстройствами. Я же дам вам несколько советов, чтобы помочь снизить тягу к сладкому. Их вы сможете найти в моем телеграм-канале по ссылке ниже. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока!